Несвежский замок – резиденция богатого рода Радзвилов, настоящая жемчужина Беларуси. Помимо интересной архитектуры паркового ансамбля, в стенах замка расположился интересный музей, где представлены роскошные восстановленные интерьеры, коллекция поясов, вышитых золотым шитьем и много еще другого. Многие туристы внутрь замка не идут, так как считают, что экспозиция неинтересная. Мы же убедились в обратном. Обо всем по порядку. Первой достопримечательностью во время путешествия по Беларуси стал Несвежский замок. Несвежский замок XVI века принадлежал одному из самых богатых литовских того времени роду Радзвилов. Благодаря восстановленным интерьерам и отличному аудиогиду мы смогли буквально побывать в гостях у этого знатного рода, познакомиться с самыми яркими его представителями, узнать счастливую и не очень судьбы некоторых из них, проникнуться тайнами и легендами. Экскурсию по музею начинается с холла, где можно увидеть портреты Николая Радзвила-Черного, к заслугам которого относится строительство каменного дворца замка на этом месте. Его потомок Николай Христофор Радзвил-Сиротка продолжил строительство, перестройку замка, ориентируясь на модные в то время европейские тенденции. Здесь же расположены копии документов, присваивающих роду Радзвилов титул князей Римской империи, что являлось самым почетным званием для того времени. Мужская часть замка, звездный кабинет, спальня князя отличаются основательностью и респектабельностью. Венец интерьера – восьмиконечная звезда на золотом потолке. Здесь парадные портреты, массивная резная мебель из ценных пород дерева. Каминный зал восстановили по фотографиям 19-20-х годов. Здесь можно увидеть стены, оформленные деревянными панелями с разным уникальным орнаментом, фотографии представителей рода Радзвилов, оригинальный камин, мебель, очень красивый балочный потолок. С 17 века малый столовый зал использовался как гостевая комната. Позже он был украшен мозаикой и приобрел представительские функции. Во время визита короля Станислава Понятовского в Несвеж здесь был обставлен кабинет монарха. Функцию малой столовой это помещение начало выполнять в конце XIX века. Тогда стены комнаты были облицованы деревянными панелями и украшены портретами известных представителей рода. Во время последних Радзвилов за столом в этой комнате собиралась княжеская семья. Изящно выглядит бальный зал, в котором интерьер выполнен в модном тогда во Франции неоклассическом стиле. Здесь сохранились оригинальная лепнина, а мебельный гарнитур, хоть и не принадлежал Радзвилам, зато был привезен в XIX веке из Франции. Гетманский зал украшен картинами представителей рода, выполнены в полный рост. Судя по количеству мебели, этот зал могут вполне сдавать в аренду для проведения важных конференций. Возможно, так и есть. Зал действительно очень торжественный. Золотой зал. Название этого зала полностью соответствует его интерьеру. Кажется, все его пространство покрывает сусальное золото. Радзвилы были фантастически богаты, поэтому интерьеры дворца не были скромными. Роскошь, которая была окружена семья Радзвилов, не уступала ни королевской, ни императорской. Охотничий зал вызывает одно из самых сильных впечатлений от интерьеров замка. Здесь же стоит подлинный бильярд, который в советское время был предоставлен отдыхающим для игры. Сейчас он, конечно, является музейным экспонатом. Женская часть, салон и спальня княгини светлы, воздушны, поражают своим изяществом. В театральном зале посредством экспонатов рассказывается история Несвежского театра, основанного Екатериной Радзвил. Театр был оснащен по последнему
К слову, специальные аппараты использовались для воспроизведения шума, ветра, звука воды. В театральном зале представлен театр в миниатюре, выполненный с ювелирным изяществом. У состоятельных людей были собственные каплицы, в них молились семьями. Своя часовня была и у представителей знатного рода Радзивиллов. И хотя дворец существует с конца XVI века, долгое время никакой часовни в его стенах не было. На первом этаже проходил непосредственно сам молебен. На втором этаже располагаются балконы. На третьем этаже находился хор, там как раз таки располагались певчие. Главные реликвии этой часовни – копии иконы Матери Божией Лоретанской, первой, которой преклонялись Радзивиллы. В советское время, когда здесь находился санаторий, в каплице располагался процедурный кабинет, и его стены были закрашены белой краской. После того, как краску сняли, реставраторы увидели фрески середины XVIII века, которые сохранились не самым лучшим образом. Тем не менее, спереди часть фресок специально не реставрировали для того, чтобы посетители имели возможность видеть реальные фрески XVIII столетия. На первом этаже вас поразят арсенал. Во время Северной войны шведы полностью уничтожили арсенал дворца. Восстановленный позже, он скорее стал собранием реликвий. Наиболее интересными были орудия, отлитые в Несвежском замке немецким мастером Германом Мольцфельдом на рубеже XVI-XVII веков. Каждая пушка была не только украшена богатым декором, но и имела собственное название – сова, химера, гидра. Тот, кто хоть раз побывал в Несвежском замке, непременно хочет вернуться сюда снова, потому что здесь история пересекается с современностью. Каждый сантиметр пропитан памятью и событиями, а залы и комнаты дворца скрывают много тайн, которые мы будем разгадывать еще долго. Из Минска в Несвеж и в обратном направлении регулярно с большой периодичностью ходит маршрутный транспорт. Плюсы: можно заказать на нужную для вас дату и выбрать удобное для вас время. Достаточно быстрый и удобный в плане комфорта вид транспорта. Мы добирались на такси.